привет! Сегодня приготовим корпусное пирожное лимона. Как готовить корпус для этих пирожных я вам показывала в одном из предыдущих видео. Ссылку оставлю под видео в описании. Если вам интересно, смотрите дальше. Приготовим кокосовый мусс и лимонный курд. Для лимонного курда в сотейнике смешиваем одно яйцо, кукурузный крахмал, сахар. Тут у меня смешанный мед липовый, сливки и лимонный сок. Перемешиваем сахар, яйцо и крахмал. Добавляем сливки, лимонный сок и мед. Все хорошо перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и постоянно помешиваем, варим до загустения. Вначале я мешаю вот венчиком, а потом лопаткой, чтобы к дну ничего не прилипло. Снимаем с плиты готовый курд, добавляем набухший желатин, белый шоколад и сливочное масло. Все перемешиваем, чтобы масло и шоколад растопились в горячем креме. Пропускаем через сито. Вот такой нежный, ароматный курд получился. Наливаем в формочки и замораживаем. Примерно за час они заморозятся. Сейчас приготовим заварной крем для мусса. В сотейник ставим желтки, добавляем сахар, кокосовые сливки, кукурузный крахмал. Перемешиваем. Ставим на плиту и варим крем. Крем надо варить до 85 градусов. Постоянно мешаем, чтобы не пригорел. Потом пропускаем через сито. Добавляем набухший растопленный желатин. Перемешиваем и остужаем массу примерно до 32 градусов. И потом добавляем взбитые сливки. Сливки взбиваем до таких мягких пиков. Они как бы еще не до конца взбиты. Все перемешиваем до однородности. Берем наши корпусы лимонов. Вырезаем нужного размера бисквиты. Это у меня шпинатный бисквит. Ссылку оставлю тоже в описании, как я его готовила. Так же само вырезаем бисквит франжипан. Вот эти два бисквита идеально сочетаются с лимонным курдом, вот с лимонным вкусом. Корпусные лимоны
ставим слой мусса, сверху кладем лимонный курд, потом слой бисквита. Вначале я хотела добавить в один этот лимон оба вида бисквита, но так как мои лимончики слишком маленькие, бисквиты слишком толстые, то я добавляла в один лимон бисквит франжипан, а в другой лимон шпинатный бисквит. Если хотите в один лимон добавить оба вида бисквита, то готовьте сразу вот эти корпусы повыше. Оставьте только снизу вот такое отверстие, почти целый лимон, и тогда он будет побольше и вместится оба вида бисквита. Наполняем так все лимоны и ставим в холодильник. Пока наши лимоны стоят в холодильнике, приготовим листики для лимонов. Берем вафельную бумагу. У меня тут толстая вафельная бумага, можно брать и тонкую, тут без разницы. Из вафельной бумаги вырезаем листочки и вот эти отрезки не выбрасываем. Я вам покажу, что с ними можно приготовить. Кладем все остатки в какую-то коробочку и храним. Листочки окрашиваем, обычную воду разбавляем зеленым красителем, любым красителем или гелевым, или сухим, тут тоже разницы нет. Быстро промазываем, так как вафельная бумага очень быстро впитает в себя влагу и становится мокрая, и ее потом не взять в руки. И сразу, как промазали, ставим на сухую горячую сковороду и сушим листики с одной стороны и потом переворачиваем с другой стороны. Палочки для вот этих лимонов тоже я готовила из вафельной бумаги. Кусочек вафельной бумаги очень минимально пропитываю водой, скручиваю. Вот такая палочка получается. И потом крашу сухим красителем зеленого цвета. Пока она еще влажная, она еще гибкая. Лимоном дно я тоже посыпала шпинатным бисквитом. Достаем наши лимоны из холодильника, немного тонируем зеленым красителем, чтобы придать такой естественный цвет. Палочки макаем в растопленный шоколад и приклеиваем к лимону. Так же само приклеиваем и листики на шоколад. Такие лимоны может приготовить каждый дома, и не надо никакую специальную форму. Вот такие нереально красивые лимоны
получились. Они гораздо красивее, чем, например, если готовить лимоны с силиконовой формой специальной, они не будут настолько красивые, вот как эти. Готовить лимоны с таким способом, они будут оригинальные, каждый лимон уникальный. Слой шоколада надо делать довольно такой толстый. Если будет слишком тонкий слой, то пирожное потрескается. Ну, конечно, если толстый слой, тогда труднее его порезать. Красивые, вкусные пирожные получается. Вот такой классный разрез, нежный мусс, яркий лимонный курд и 2 вида бисквита. Мусс я взяла кокосовый, но мусс можем тоже сделать другого вкуса, например, просто ванильный мусс. С этой техникой мы можем приготовить не только лимоны. И вот апельсин можем сделать, огурцы, разные овощи, фрукты, болгарский перец, капуста, авокадо. Тут можем посмотреть, которые из авокадо настоящие, а которые корпусные пирожные. В этих корпусных пирожных самое главное — это добиться вот этот цвет оттена. Тогда и будет естественный вид фрукта, овоща. Пробуйте, готовьте, не бойтесь экспериментировать, создавайте уникальные формы, вкусные десерты, порадуйте близких, удивляйте гостей.